Книга 13. Тао. Путь Вознесения. Голографические архетипы рабов Ану. Существует набор голограмм, состоящий из 8 родословных рабов. Архетипы рабов были совместно созданы Ану и учеными Ориона, которые экспериментировали с множеством генетических пакетов, прежде чем придумали такой вид, который был бы им полезен в целях добычи золота. Людей с такими голограммами выращивали в плеядианских и орионских лабораториях. Большинство генетических опытов потерпело полное фиаско. Один из таких неудавшихся экспериментов произвел вид, известный сейчас как горилла, который является смесью ДНК обезьяны и человека. Горилла, к сожалению ее создателей, оказалась слишком ручной и несообразительной, чтобы участвовать в горных работах для плеядианских Ану, и поэтому была выпущена на волю. Однако выжила, не только в том временном периоде, но также и на протяжении многих падений сознания на Земле. И вот, наконец-то, комбинации с 30% плеядианской, 30% орионской и 40% красной ДНК, в ограниченном генетическом пакете лишь с 5000 единиц, произвела человека, который мог говорить, развивать отношения, строить жилища, творить и работать в золотых рудниках так, как того желали Анну. Голографические архетипы рабов Ану представляют собой комбинацию из 30% плеядианской, 30% орионской и 40% красной ДНК, взятых из уроженцев американской коренной расы. К большому сожалению, в процессе смешивания ДНК от стольких голограмм, была полностью подорвана голографическая связь с любой другой гуманоидной расой. В процессе генной инженерии этих людей, они утратили какую-либо взаимосвязанность со всеми другими людьми на Земле, или с другими измерениями, где присутствует жизнь. Поэтому, люди, преимущественно имеющие наследственность рабов Ану, стоят отделенными от любой другой гуманоидной цивилизации. Возможно, данное обстоятельство породило у людей с такой наследственностью первоначальное чувство отделенности от Бога, или своего одиночества. И это поистине печальная вещь, поскольку даже сириусианские ученые не пожелали создать четкую голографическую взаимосвязь между ограниченной красной расой и людьми Сириуса, ибо отбирали на Землю ограниченную гуманоидную форму с 15 тысячами единиц ДНК. Голограммы объединяют гуманоидов со всеми измерениями, где в общем понимании и взаимосвязи присутствует жизнь, относящаяся к аналогичной ДНК, кроме тех случаев, когда в результате манипуляций часть генетической информации отделили от целого. Разрыв голографической связи также ограничивает голографическое сознание и уровень информированности. Люди, рожденные исключительно с архетипами рабов Ану, в действительности являются наиболее ограниченными из всех людей на Земле. Зачастую они становятся фантазерами, сказочниками, фантастами или террористами, если архетип насилия выражен в крайней степени. Однако, дело обстоит не так для сириусианских красных голограмм, голограмм Альбериона, или голограмм великих мастеров. Большинство людей, проявляющих характер архетипов рабов Ану, проживают жизни с очень мелкими и несущественными целями, которые возможны у них помимо брака, деторождения, материальных приобретений, и могут касаться только наиболее простых религиозных концепций, основанных на крайних полярностях, понятиях добра и зла, хорошо, плохо, правильно, неправильно. Самая большая борьба между нациями часто возникала, когда выражающие этот первичный характер достигали большой власти, с которой могли породить войну, или вызвать в обществе большое напряжение, через уменьшение достатка, или ограничение продовольствия. У этих первичных характеров отсутствует способность к пониманию того, каким образом и почему люди взаимосвязаны. И именно по этой причине они несут немалое страдание другим, без малейшего чувства и понимания кармической ответственности.
Земля обнаружила, что голограммы рабов Ананук в настоящее время могут вознестись только до 1800 единиц, и это тот максимальный уровень, которым они жестко ограничены. Проблема с восхождением выше этого уровня возникает из-за наличия 60% ДНК на основе кремния и 40% ДНК на основе углерода, дающих в итоге форму, которая возносится сразу в две различные биологические системы. Если в такой форме пытаются возноситься выше 1800, то результатом будет болезнь и ранняя смерть, предварительно сопровождаемая периодом замешательства. Последнее происходит от незнания того, кто есть кто, и неспособности внутренне ответить себе на возникающие в связи с этим вопросы. Является ли восходящий красным по природе и связан с Землей и вашим творением? Или же он белый и связан с Плеядами и Орионом? Такое замешательство постоянно заводило в тупик многих возносящихся посвященных. По проведенным оценкам, Земля еще раз убедилась, что гораздо лучше было ограничить восхождение на тех уровнях, где здоровье будет сохранено, и жизнь продолжена, позволяя следующему поколению выбрать красную наследственность, чтобы построить из нее форму и охватить восхождение к следующему уровню эволюции. Реальность рабов Ану выстраивалась как ограниченные белые племенные отношения, однако обладая знанием значительно меньшего уровня, чем у красной расы. В своих реалиях рабы возделывали земельные угодья, строили жилища, создавали искусство, и шили одежду, рождали и воспитывали детей, могли получать образование, в котором изначально предполагалось служение Ану. Шло добывание золотых ресурсов и развитие религий, которые главным образом вращались вокруг Ану, выступавших в качестве богов. Однако знания, вложенные в эти голографические реалии, значительно уступают любым другим человеческим голограммам на Земле. Прежде всего, это связано с тем, что голограммы рабов преднамеренно отделили от всех других гуманоидных голограмм, чтобы получить гарантию, что таковые никогда не будут возноситься, и никогда не смогут развиться в достаточно большую силу, которая могла бы свергнуть своих хозяев, или Ананук. Именно вследствие такого ограничения, догма стала распространенным явлением, доминирующим образом мышления среди людей данной наследственности, снова и снова приводившей к войне на всем протяжении человеческой истории. Из-за смешивания биологии двух нерезонансных генетических материалов, у рабов имел место внутренний диссонанс. Последний, как следствие, создавал диссонанс в отношениях среди рабов, которые временами вели войну друг против друга из-за территорий или ресурсов. Не оставались в стороне и красные племена, против которых рабы также яростно шли войной, заполоняя их земли ради ресурсов. Можно видеть, что эти реалии продолжились по сей день, развернувшись в недавней истории отбиранием земель у коренных жителей Америки, гавайцев, аборигенов Австралии и Новой Зеландии. В рамках догмы, сегодня в основном мыслят люди с рабской наследственностью, которые рассматривают жизнь как черное и белое. Они незамысловаты в своих интересах или занятиях, верят в случайность и предопределенность, а также пребывают в ожидании Мессии, чтобы он пришел и все изменил, и в своей ограниченности стремятся развернуть военные действия всякий раз, когда стоят у власти, или управляют регионами, или народами. В настоящее время достаточно взглянуть на израильтян и палестинцев, чтобы увидеть воюющих в своей догме две компании рабов, и из этого отчетливо понять, что создает в цивилизации голографическое ограничение. Такого рода ограничения и внутренний диссонанс создают только насилие и войну, разногласия и боль. Как следует из истории рабской цивилизации, позже, от тех же самых голограмм Ану было выведено еще одно поколение рабов, находившихся уже совсем на другой ступени развития. Эти рабы имели только 1024 единицы ДНК и более короткую продолжительность жизни,
и по своей природе были очень жестокими и бесчувственными, специально выращенными для проведения войн. Такого рода голографическую мыслеформу, всецело изживающую себя в настоящее время, можно увидеть в самоубийственных террористических миссиях. На все и последующие годы, эти жестокие формы родословных, уже поэтапно выведены из генетических фондов всех рождающихся в будущем детей, ибо человечество высвободило карму с такими родословными. Со времени инкубации, рабы знали жизнь только с продолжительностью 500 лет, и биологию, которая старела и умирала в результате сметанного ДНК, и связанного с этим обстоятельством внутреннего диссонанса. Отсюда понятно, почему Ану считались бессмертными, ведь у них была биология, которая могла как минимум регенерировать в свою оригинальную форму с плеяд, и многократно переживала рабов. Плюс ко всему, Ану завладели информацией родословных великих мастеров, и использовали таковую, чтобы продлить свои жизни до 18 тысяч лет. Голограммы расы рабов. 1. Танатос, бог выживания, 30% голограммы Мердука, и 40% голограммы бога и богини Матери Земли. Связан с первой чакрой. Представители первичного характера Танатоса имеют тенденцию к большой озабоченности своим внешним видом по сравнению со своим здоровьем. Лица, заинтересованные в поднятии тяжестей, бодибилдинге, всевозможных спортивных состязаниях, и в частности, влекомые игрой в американский футбол, бейсбол, футбол или хоккей, в большинстве случаев имеют этот первичный характер. Игровые фанаты, энергичные болельщики, посещающие игры вживую, или часами смотрящие их по телевидению, или играющие в компьютерные симуляторы. Носители этого характера, как правило, эгоистичны и мало думают о людях из своего ближайшего окружения. В плане рабочей деятельности, представители данного характера обладают способностью прекрасно ладить с механизмами, чем работать с людьми, поскольку действительно обладают пониманием, как устроены физические механизмы или устройства, такие как двигатели, компьютеры или различного рода приборы. В настоящее время, представители этого характера часто работают водителями, строителями, машинистами, операторами, и вообще управляют машинами, приспособлениями или устройствами различного предназначения. Зачастую этому архетипу недостает человеческих качеств. В эпоху Ану, эти люди были кузнецами, оружейниками, плотниками, строителями, строившими жилье для рабов, или, когда подходило время, занимались сельским хозяйством наряду с уборкой урожая. 2. Эрос. Бог обольщения и соблазна, 30% голограммы Инанны, и 40% голограммы бога и богини сексуальности и чувственности. Связан со второй чакрой представителей первичного характера Эроса, имеет тенденцию быть озабоченными сексом и соблазнением во всех формах, в которых последнее может выражаться на физическом плане. Они склонны чрезмерно фокусироваться на своем внешнем виде, сосредотачиваться на похудении, и стремятся одеться по последнему писку моды. Отсюда кто-то мог бы назвать их показными. Эти люди не могут смириться с признаками старения, и готовы на большие растраты, лишь бы отодвинуть старость, делая себе инъекции уколов молодости, или используя пластическую хирургию, или липосакцию, если им это по карману. Некоторые из них, если обладают достаточной красотой и харизмой, могут реализоваться как кинозвезды или модели. Зачастую живая и игристая, но, несмотря на это, эгоцентричная личность идет вместе с этим первичным характером. Ану специально выводили этот характер для собственных развлечений. В эпоху Ану, эти люди были актерами и актрисами собственных постановок, или музыкантами, певцами и балеринами, которые участвовали во всех формах развлечения того времени. 3. Гефест, бог могущества, 30% голограммы Ариса,
и 40% голограммы бога богини подлинной силы. Связан с третьей чакрой люди, представляющие первичный характер Гефеста, в настоящее время склонны к озабоченности войной и военными играми, или получать удовольствие от компьютерных игр военного характера. Эти индивидуумы часто переходят служить в вооруженные силы, или военно-морской флот, и никогда не покидают данное поприще, делая карьеру в вооруженных силах. Достигающие в вооруженных силах определенных чинов, силы, власти, руководят другими в крайне жесткой манере. Возможно, поэтому военные столь сосредоточены на подъем в точное время, на обед в строго установленные минуты. Их можно узнать по выглаженной одежде или по безупречной уборке, и так далее. Порядок – это их набожность. Для представителей этого первичного характера не может быть никакого другого понимания Бога или богини за пределами этого. Ану разводили этот характер, чтобы создавать армию для собственной защиты, на случай нападения красных народов, или кого-то из другого творения. Вооруженные силы существовали уже в первоначальной цивилизации рабов Ану. Уже позже, представители данного архетипа стали полковниками и военно-морскими офицерами, которые вырабатывали боевую стратегию между Иннано и Мердуком. Воины-террористы, порожденные для поля битвы, представляли собой ухудшенную версию этой голограммы, неся в себе только 1024 единицы ДНК, вместо 5000 из первоначальной биологии. При 1024 единицах полностью отсутствовало эмоциональное тело, и не было никаких эмоций, доминировало лишь сильное желание выследить и уничтожить. Поэтому люди, которые по природе террористы, по сей день связаны с данным архетипом. 4. Геркулес – герой, бог любви, 30% голограммы Зевса, и 40% бога и богини необусловленной любви. Связан с четвертой чакрой. Представляющие первичный характер Геркулеса, склонны заботиться о своей известности, и в настоящее время ведут соперничество за властвующие позиции в политике, или внутри любой организации, или партии. При этом, они либо используют СМИ, либо блистают по телевидению подобно кинозвездам, хотя по своей природе менее харизматические, чем представители первичного характера Эроса. Нередко, представители голограммы Геркулеса поднимаются по служебной лестнице и достигают избранных положений или в администрации, или добираются до директора. Однако им очень редко удается достичь должности генерального директора, председателя правления, или стать президентом. Причина кроется в том, что все высшие посты в обществе предоставлялись только прямым представителям голограммы и наследственности Аннанук, ибо это тот единственный способ, которым функционировала энергия в первоначальной цивилизации рабов Ану. Характер этих людей в чем-то схож с архетипом Эроса, и большей частью является показным и тщеславным. Однако тщеславие несет не столько красоту, сколько ее видимость. Волки в овечьей шкуре часто выражают этот характер. Данный архетип любит, чтобы другие воспринимали его в качестве героя, который решает исход боя и спасает положение. Иногда это осуществляется, однако в большинстве случаев невыполнимо. В цивилизации рабов, они были теми людьми, которые брали на себя правительственные должности любого рода и вовлекались в политическую арену. 5. Посейдон. Бог моря, 30% голограммы Дианы, и 40% голограммы бога и богини сотворения. Связан с пятой чакрой. Представляющий первичный характер Посейдона, как правило, озабочены сельским хозяйством или ловлей рыбы, поскольку изначально создавались любить почву и море. Оно осознавали необходимость рабов, у которых присутствовало бы желание накормить массы. Поэтому создание людей, которые были бы настроены обеспечивать продовольствием остальных, с точки зрения Ано, стало необходимой светокопией.
Представители данного характера вовлечены сегодня в сельское хозяйство, агрономию, или имеют собственные продуктовые магазины, или работают поварами, кулинарами, или промышляют ловлей рыбы. Такие люди не склонны к тщеславию, а скорее тянутся к земле и морю по своей природе. Однако, зачастую они гораздо лучше чувствуют себя со своей рыбой или продовольствием, чем с людьми. 6. Дельфийский оракул, богиня предвидения, 30% голограммы Аполлона и 40% бога и богини видения. Связан с шестой чакрой. Представители первичного характера дельфийского оракула склонны интересоваться событиями из жизни других. У этих людей всегда найдется достаточное количество призрачной, мнимой информации, чтобы исследовать чьи-то отношения, при этом исходя не из духовного эволюционного интереса, а из слухов и сплетен. Ваши самые известные журналисты, комментаторы событий, корреспонденты, обозреватели, сегодня обладают такой природой. Эти люди имеют склонность непрерывно судить, сравнивать и критиковать. Время от времени они делают карьеру в качестве судей в правовом суде, иногда становятся репортерами, или участвуют в производстве новостей СМИ. В эпоху Анну таких людей специально выращивали, чтобы создать систему новостей, в которой сообщались и разделялись бы все внутренние события цивилизации рабов. Часть представителей этого характера желали выражать себя в качестве провидцев, которые предсказывали бы будущее. Анну сконструировали для них так называемый водный оракул, содержащий в своем составе коллоидный мрамор. Представители данного характера могли настраиваться на него и предсказывать будущее. Только, к сожалению, их видение ограничивалось физическим планом, и не осознавало информацию из планов нефизических, или сновидения. 7. Гелиос. Бог Солнца, 30% Афина, и 40% Бог и богиня духовного знания. Связан с седьмой чакрой. Люди, выражающие собой первичный характер, тяготеют заниматься различного рода интеллектуальными поисками. Эти люди изучают науку, или медицину, астрономию, или философию, а затем становятся докторами, поверенными, профессорами, или авторами книг по предмету своего изучения. Они также могут возглавлять кафедры и факультеты в университетах. Однако, у этих лиц отсутствует врожденное знание, которое является голографическим. Большая часть текущего человеческого понимания в области естественных наук, или медицины, или любого другого предмета обсуждения, приходит сейчас через представителей данного характера. Поэтому в их концентрации есть малая истина, несущая какую-то ценность в связи с эволюцией. В эпоху цивилизации рабов Анну, эти индивидуумы возглавляли университеты для рабов, а также становились для них медиками или дантистами, или оказывали поддержку представителям власти своей ученостью. 8. Пан, бог природы, 30% Диана, и 40% бог и богиня Солнца. Бог природы связан с природой. Представители первичного характера Пана обладают пристрастием к природе. Эти индивидуумы любят свои тела и секс. Часто имеют красивое телосложение, такое как, например, было у Давида, представителя данного характера, и одного из долгосрочных любовников, и мужей Иннаны. Такие люди любят охотиться в лесах, на равнинах, высоко в горах, и создавать себе приключения везде, куда бы ни пошли. В настоящее время они могут быть спортивными энтузиастами, если спорт включает в себя действия на природе, такие как рыбная ловля, или охота, или восхождение в горы. Несмотря на это, природа постигается ими, когда они что-то покоряют, или кого-то побеждают, ловят, убивают, заодно загоняя в страх представителей других видов, при этом даже не помышляя о возможности вести с ними общение. В цивилизации рабов Анну, это были люди, готовые рисковать и устраивать на природе авантюры, приносившие назад информацию, или добычу,
пойманные для других в качестве пищи, или меха. Охотники Запада – пример данного архетипа, в большом количестве присутствующего сегодня в человеческих реалиях.